Финальная глава первой части истории DC против вампиров. Почему именно первой части истории? На момент написания ролика уже вышло 6 выпусков и один спешл к World War V. Планируется там 12 выпусков, поэтому разбирать мы будем, но немногим позже. У нас же авторский состав не изменился, пишет все тот же Тайниан IV и Розенберг, а рисует Отто Шмидт. Усаживайтесь поудобнее, меня зовут Мортом, пора начинать. Неизвестно где. Джон Константин помятый, побитый, весь в крови. «Мужик, как только я уношу одну бутылку, то ты притаскиваешь еще одну. Где ты их берешь?» «Я волшебник, старичок. Могу рассказать, откуда я их беру, но тогда придется тебя в лягуху превратить. Кодекс волшебника, все дела. Прошу, напомни мне в преддверии очередного апокалипсиса не звонить тебе». Да, Альфред вовсе не рад взаимодействию с Джоном, но, как мы с вами знаем, многие союзы на войне против вампиров вынуждены. Тем не менее, события на этой странице происходят до финала All Out War. Полную историю спин-оффа уже можно глянуть на канале. Кстати, Константин еще не знает, что стало с его командой, скажем так. Также он невероятно шокирован тем, что Дэмиан вернулся в Готэм. Ну а Альфред, он просто лишний раз напоминает, что да, далее вся эта ситуация, что происходит в особенности с Дэмианом, не понравится. В самом же Готэме отряд Барбары Гордон продолжает активно истреблять вампиров, в чем помогает и сам Дэмиан. Уэйн-младший считает, что предупреждать Дика было ошибкой, на что Гордон напоминает, мол, чувак, Грейсон бы узнал, так или иначе, от него ничего нельзя скрыть. Отвлекся вот на секунду малец, как на него напали. И Дэмиан не узнает этого парня, а им оказывается король специй, кстати, весьма старый персонаж. Героям ничего не остается, как просто продолжать сражаться, иного выхода у них попросту нет. Однако, что примечательно, Барбара вновь имеет туз в рукаве, который действительно поможет им выиграть войну, но к этому мы вернемся немногим позже. Сейчас перенесемся к Супергерл, Тамала, Австралия. Джайна, Сталь и Кара продолжают продвигаться. «Кара, мы нашли выход. Нужно шевелиться, пока нас не обнаружили. Охранники...» Шокированный Джон одуматься не успевает, как Кара уже всех вырубила. Джайна также удивлена. «Вы относитесь ко мне как к ребенку, и я еще не забыла, как драться. Просто не привыкла чувствовать боль после драки». Успокаивает друзей Супергерл. Забрав накидки охранников, герои также выясняют, что так-то не с вампирами они вот тут столкнулись, а с пришельцами. Да, кровососы заставили инопланетных гостей Земли работать на них, выполнять всю грязную работу, но убивать их нельзя, иначе это будет куда больше межпланетный скандал. А марсианский охотник, со слов Кары, подтверждал ранее, что если сотни умрут, говоря про инопланетян, то это также приведет к галактическому кризису, как минимум. «Это ужасно и прекрасно, и все еще это ужасно», — говорит Джайна. Но реакция Стали куда интереснее, он все еще не доверяет пришельцам. «Ты же в курсе, что мы с ней пришельцы, да?» «Да, но... Ладно, вы прекрасны. Но большинство пришельцев хотят захватить Землю и уничтожить нас». «Ты не правда это? В космосе живут триллионы пришельцев. Большинству просто плевать на твою Землю, они миролюбивые». «Не те, которых я встречал, но ладно. Пришельцы хорошие». «Не все из нас. Мы ж не сахарочки». «Ты вампир?» «Нет, я просто злый». Сталь начинает докапываться до лоба, мол, чувак, если ты не в наручниках, то значит ты работаешь на вампиров, так? И мужик подтверждает. Да, человечество чеки не выписывает, и Лоба приходится работать на вампиров. Джон сходу начинает атаковать, как и Джайна, но без какого-либо труда Лоба справляется с ними. И в дело вмешивается Кара, причем с дипломатической точки зрения. «Может, договоримся?»
Мы же перенесемся в лагерь Гайвата, Смолвиль. Грифтер дразнит охранников, проверяет, как там обстановка. Убедившись, что все в порядке, он обращается к болотной твари и зеленой стреле. Горизонт чист. Опять друг на друга писаете? Нет, и мы почти закончили. Оли — смышленый мужик. С помощью болотной твари он сделал новый лук, стрелы и копье для Коула. Зеленая стрела интересуется у Грифтера, мол, а как тут здешние-то, они биться могут? Он прощупывает почву для восстания. И Коул говорит, что сомнительно, но окей, ведь фермеры здесь библиотекари и так далее и тому подобное. На что Квин отвечает самую интересную вещь. Серьезно? Это самые боевые люди, которых я когда-либо встречал. Блин, крутяк. Я думал, что ты имел в виду людей, которые, реально умеют сражаться, а не эту хуйню про добрые сердца или какую ты там дичь пытаешься мне втирать. И в этот момент Грифтер обращает внимание на новое оружие. Черт, это все из этого здоровяка вылезло. Если нужно больше, то кому-то надо будет на него пописать. Эта шутка меня бесит. Болотная тварь, видимо, в ярости. У него буквально на лице написано. Готэмская бойня тем временем продолжается. Франкенштейн признается, что события обретают крайне опасный поворот, и команде стоит укрыться в безопасном месте, а он будет сдерживать орду кровососов столько, сколько потребуется. «Нет, мы должны остаться здесь!» — кричит Барбара всей команде. И они не понимают, чего они ждут. На что Барбара говорит «их». И появляется Сигнал, Арсенал, Бэтгерл, Стефани и Бэтгерл Кассандра. Они пришли на помощь, как и завещал предыдущий выпуск. «Не бойтесь, кавалерия тут как тут», — проговаривает Рой Харпер. Да, теперь уверенности у Барбары поболее, но опять же, это все еще не тот туз в рукаве, о котором вы могли бы подумать. Для этой ситуации да, но в целом есть кое-что помощнее. Герои же отправляются дальше выполнять задания. Мы же вернемся к Каре. Лоба куда-то ведет команду. Уверен, что это сработает. Я не говорил, что сработает, дура. Я сказал, что будет прикольно попробовать. Не поднимайте головы, и все будет хорошо. А направляются они прямо вглубь порта, чтобы Кара смогла попасть на корабль. И вот благодаря вот этой их болтовне в толпе их замечает марсианский охотник. От Джонни было ни слуху, ни духу с момента комикса «Убийцы», где он и Дэмиан столкнулись с Грейсоном и его вампирчиками. Теперь уже ясно, что упав с балкона вместе с Гродом и Сансморк, его в дальнейшем обратили. Но, если вы задаетесь вопросом, а мог ли Джон стать вампиром, то ответ, видимо, да. Не было прямого утверждения, что он не мог. Максимум, что мы могли прочесть, так это сомнение Брюса в том, что это возможно, прежде чем отправить охотника куда подальше. И вот отряд подходит к главным вратам. Стоять, причин визита. Пленников собираем для следующей отправки. Все пленные уже собраны. Ну, значит, для следующего рейса. Документики покажите. Да нахуй мне твои документы, вонючий, Открой ворота, говорю, говнюк. И Лоба же не видит, что рядом стоит Джон и мисс Марсианка. Какие-то проблемы. Проблемы? Они купили меня, надеясь, что проберутся на корабль, но я сказал сразу, что мы устроим скандал, и ты их убьешь. Кажись, не прогадал. Ну, Лоба, чё уж, тут пояснять даже не нужно. Сталь срывает покровы. Лоба, ты предатель. Да я ж не предавал вас, а добавил перчинки в ситуацию. Говорит настоящий мужик и отстреливает башню охраннику. Сталь же схлестнулся в битве с марсианским охотником и его племяшкой. Мы же вновь переносимся в Готэм. Гепарда и Коготь догоняют наших птичек. Черная канарейка применяет свой крик, чтобы избавиться от хвоста, но срабатывает на 50%. Они будто гидра. Отруби одну голову, и сразу на ее месте вырастет две. Барбара тем временем просит набраться силы терпения, потому что они практически на месте.
Но из ниоткуда появляется Горилла Грот, который сбивает мотоцикл с Кэс и Франкенштейном. Сигнал тем временем просит двигаться дальше, будучи уверенным в том, что друзья справятся с обезьяной-вампиром. Дэмиан подмечает, что на пути блок, тупик. «Дэмиан, прячься!» — говорит Барбара. Бэтвинг и охотница Хелена Бертинелли включают один из прожекторов и направляют свет на помощь героям. Дюк выставил металлическую пластину, чтобы они смогли преодолеть тупик. Ну а что же там за чертой? Сюрприз. Башня за углом. Нападем на них жестко и быстро. Они знают, что мы на подходе, но я надеюсь, что мы оставили большую часть армии Дика позади. И да, вот он сюрприз. Кэсси Сенсмарк, КГБист, Power Girl, Мать Паника и Мистер Фриз. Буквально недавно в комментариях, кстати, рассуждали на тему Фриза и его вампиризма, так что вот вам ответ. Виктор таковым стал. Мы же вернемся к марсианскому охотнику и команде Супергерл. Я чувствую, как тебе стало легче. Ты хотел, чтобы все закончилось, и твое желание будет исполнено, говорит Джон Джону. Как бы это ни звучало. Мган тем временем получает люлей от Лобомена. И марсианский охотник тем временем переключает свое внимание на Джайну и Кару. Аквамен не смог остановить тебя, Кара Эл, но твое путешествие окончится здесь. Я стал намного сильнее, чем когда-либо был раньше. Ты тоже можешь стать сильной. Не подходи, охотник. Это не твой бой, Джайна. Я прослежу, чтобы ты вернулась на Эксор, когда закончу. Пора решать тебе, Кара, присоединишься ли ты к нам, или... Что это? Что это за трюк? Оказывается, что Джайна сделала водяное тело, фигуру, чтобы скрыть Кару. Марсианский охотник успешно обставлен. Кара же тем временем сбегает на корабле, план удался. Сбейте его. Нельзя позволить, чтобы она поднялась над облаками. Нельзя позволить ей почувствовать солнечное тепло. Кара впервые за долгое время действительно соприкасается с солнечным светом, с лучом надежды. И корабль с Супергерл в этот момент взрывается. Да, развязка уже под нашими носиками, друзья. Осталось совсем немного. В Готэме же вновь мясорубка. Арсенал убежден, что останавливаться нельзя. Нужно двигаться, чего бы это ни стоило. Сигнала, например, уже окружили. Кэсси Сенсмарк, чудо-девушка, готовится его прикончить. «Бэтгерл, готовься бежать. Когда доберешься до него, ударь разок за меня». И он прожимает кнопочку, которая его и убивает. Вместе с Кэсси. «Дьюк, мы могли остановить. Он расчистил нам путь. Вперед!» Арсенал дальше не идет. Планирует разобраться с Power Girl. Просит героев двигаться дальше. Что интересно, Франкенштейн и Канарейка остались где-то позади, их здесь не показали. Но, убеждаю вас, они точно живы. Барбара и Харли уже готовы двигаться дальше, как дорогу им преграждает Диана, чудо-женщина. «Ох, чтоб меня черти...» «Добрый вечер, мисс Гордон. Мой владыка ждет вас», — говорит Диана. Австралия. Сталь на последнем издыхании наблюдает за тем, как в небе сияет огромное огненное облако, как вдруг появляется Джон Константин. «А, вот ты где. Я искал тебя. Группа наших ушла в Готэм, и я не могу связаться с ними. Найтвинг поставил там какую-то... О, чувак, ты выглядишь очень опечальным. Чё стряслось?» Марсианский охотник шел на нас. «Ну, хорош, давай, держись, дружище. Подмога уже скоро будет». «Ты опоздал». «Ой, блядь, скажи мне, что Супергерл там не было». Кровяные фермы. «Эй, у меня есть вопрос. Что сказал загадочный секси-крутой наемник вампирятам?» «Ты чё творишь вообще?» Хорошее предположение, но он сказал: «Пошли на...» Оливер освободил большую часть узников. Начинается, если не решающий, но, по крайней мере, крайне важный бой за свободу людей. Слышал мою шутку?
Да, так себе. И ты сходи на тогда, а? Да, Грифтер здесь бесподобен, конечно. Все внимание, мы направляемся к главным воротам, поэтому, пройдя их, бегите. Понятно? Оливер вместе с Коулом и болотной тварью, часть которого, кстати, теперь в руках у каждого, кто решил дать отпор кровососам, очень активно продвигаются вперед. Замечу, что, насколько я понимаю, то, видимо, части болотной твари, которую он создает, все еще имеют в своих клетках солнечную энергию, от чего вампиры могут погибнуть за считанные секунды. Так что не мудрено. Однако не все так быстро. У сопротивления еще много работы. К тому же Хоукман где-то рядом. Мы же вернемся к Барбаре и Харли. Она меня раздражает. Если бы я хотела вас убить, то вы бы этого даже не заметили. Она говорит так, будто это все нереально. Рад, что ты наконец-то пришла, Барбара. Я убила многих ваших, чтобы добраться сюда. Как я и рассчитывал. Барбара, угрожающая вот этим вот колышком, конечно, занятна. Дик тем временем отпускает Диану и просит забрать с собой Харли. Ему необходимо пообщаться с мисс Гордон, однако если Барбс хочет оставить свою подругу, то окей, пусть так. Ты пришла убить меня, Барбара? Пришла остановить тебя, если это возможно. Дик, помоги мне понять, прошу, как ты мог допустить все это? А как я мог поступить иначе? Мы всегда были окружены людьми, которые беспокоились о том, что хорошо, а что плохо. Использовали свою силу, чтобы насадить свои убеждения. Я разве сильно отличаюсь от Супермена или Брюса? Брюс людей не жрал. Чё за Брюс? Безусловно, Барбара не согласна, потому что Брюс людей не ел. И Дик согласен, да, так и есть. Брюс каннибалом не был, но для выживания ему это было просто не нужно. Я ем людей, которые жестоки к другим. Ты ешь невинных кур, коров, которые ничего не сделали, говорит Грейсон в свое оправдание. Вот это вся его риторика. Не все люди, которых вы убиваете, злодеи или монстры. Барбара, прекрати. Мы оба работаем достаточно давно и знаем, что людей, о которых ты беспокоишься, лишь отделяет один плохой день от превращения в чей-то ночной кошмар. И ты тому доказательство. Добавляет Барбара, и она права. Какое совпадение, что аккурат после DC против вампиров мы потихонечку возвращаемся к серии «Один плохой день», где до конца рассмотрим оставшиеся истории, например, про Глиноликова, Бэйна, Ридлера и других злодеев Бэтмена. Тем не менее, Дик признает, что да, вампиры действовали излишне агрессивно в первое время. Сейчас же уже все иначе. Ему нужна Барбара, потому что у нее есть необходимая совестливость, сострадание, которое могло бы все изменить. Вместе они могли бы спасти очень много жизней, исправить все то, что уже произошло. «О чем ты?» – вопрошает Барбс. И лишь Харли, как голос здравого смысла, пытается выразумить ее. Буквально говорит, что кровосос просто мозги ей пудрит и не иначе. А Барбс, она ведется. Действительно призадумалась. «Барбс, какая ж ты дура, он людей жрет!» — говорит Харли и, отталкивая Барбару, кидается в атаку на Грейсона. Мы же возвращаемся к Константину. Сталь еще жив, что хорошо. На место событий прибывает Мэри Марвел и Капитан Холод. Откуда они тут и что с ними произошло, смотрите события All Out War, которое уже есть полностью на канале, я уже второй раз напоминаю. Либо, если вы смотрите уже полностью собранный ролик, просто хлебните кофейку, скажите пу-пу-пу, это мы уже все слышали, и выдохните, потому что мы двигаемся дальше. Джон указывает Мэри Марвел на огненную вспышку в небе, говоря, что там Супергерл. Ее надо срочно найти. Так быстро. Где мы? Слегка косит под дурачка Снарт. Он же прекрасно знал, что они направляются в Австралию. Ну а что же с Харли? Было очевидно, что Грейсон поймает ее сразу же. Его реакция с ее — это несравнимые величины. «Барби, не поможешь? Мы же пытаемся прикончить этого сосуночка, да? Забыла?» «Убив меня, вы ничего не измените. Диана или Кларк займут мое место. Вы уже многое потеряли. Подумай о том, что можно приобрести. Подумай, сколько хорошего ты можешь сделать, лишь присоединившись ко мне».
Я понимаю, он красавчик с отменной жопой, но он тебе мозги промывает, Барбс. Да, шутки про жопу Найтвинга будут бесконечными. Но мои сны... Я навещал тебя, потому что скучал. Никогда ни к чему не принуждал. Никогда не врал. Потому что люблю тебя. Отпусти ее. Как пожелаешь. На этом Барбара оказывается на перепутье. Прекрати, ты просто все испортил. Ты все отобрал у меня. Моего отца, Брюса, всех, о ком я беспокоилась. Разрушил мой мир. Я устала. Устала сражаться. Проигрывать. Знаю, Барбара. Я тоже. И вот сейчас у Бэтгерл была возможность нанести удар, но, увы, она поддается, плачет, зная, что пути назад нет. «Прости меня», — говорит Дик, готовясь вкусить ее кровь. На кровяных фермах Грифтер, болотная тварь и зеленая стрела активно борются с вампирами. Коул подмечает, что Хоукман наконец-то вырвался из своего гнезда и летит прямо к ним. «Оливер, ты ничего не добьешься, эти люди просто подохнут». «Ну, ты взбешен, это уже что-то». И Оли выпускает несколько стрел, которые попадают аккурат в Картера. «Посмотри на себя, бледная тень прежнего, а я уже стал богом. Тебе не ранить меня своими маленькими стрелами». Да, это необычный стрел, но мысль я уловил. И Картер поднимает Оли и собирается прикончить. «Собираешься сказать что-то напоследок?» «Ага, прости меня, Картер. Я думал, что ты будешь унижаться. За что извиняться?» «За то, что будет очень и очень больно. Болотная тварь, давай!» «Прощай, старый друг». И на этом Картер Холл, Хоукмен, погибает. Перевес в сторону Оливера уже более ощутим, но битва еще не выиграна. Мы же вернемся в Австралию. Лоба сражается с марсианами, пока Константин руководит спасением Супергерл и всего мира. Появившийся Мэри Марвел говорит Джону, что кажется, что Кара мертва. Это конец для всех. Марсианин же, видимо, заметив более важную цель, атакует. «Не знаю, откуда ты появилась, Мэри Марвел, но тебе не стоило приходить на мой континент». Ну а дальше раскрывается крупнейший скам в этой истории. Снарт, оказывается, всех обманул. План Джона Константина был в том, а я напомню, чтобы Снарт на ручках Супергерл пролетел по небу и заморозил облака, чтобы вернуть солнце. «Ага, мне это не под силу», — говорит Лёня. «Чё, б***? Да знаю, что обещал помочь, но я соврал. Это мне не по плечу, вам нужен погодный волшебник или чё-то типа того». «Да ебаную мать, он-то и был нам нужен, сука. Он помер. Так что пришлось взять тебя. Даже если бы она выжила, то ты все равно бесполезный кусок. Однако Джайна говорит, что нет, Кара, кажется, все еще жива. Надежда все-таки есть. Помоги ей. Ты чё, не слушал меня, мужик? Чё мне сделать? Последняя надежда человечества скоро помрет от твоих ног. Я чертов призрак, а она пришелец, от которого скоро мокрого места не останется. Дело за тобой, капитошка. Измени погоду, тупой ты уеб... Да я никогда не пытался сделать что-то такое. Да всем по... Она перегреется. Продолжай. Черт, кажется, что работает. Плотный луч воздуха формирует нечто вроде полярного вихря в верхних слоях атмосферы. И Снарт погибает. Он не был крутым парнем, потому что смотрел на взрыв, я так понимаю. Черт, я думал, что сработает. Марсианский охотник тем временем в прямой конфронтации с Мэри Марвел, а мисс Марсианка готовится растрепать лицо Лоба по пустыням. Ты могла присоединиться к нам, как и остальные члены твоей семьи, Мэри, но ты всегда должна быть не такой, как все. И теперь ты за это поплатишься. Она выжила, говорит напоследок марсианский охотник. Кара прожигает его, отчего Джон погибает. Напоминаю, что Надежда вернулась. Может, мы так и будем дальше звать Кару? Наденька?
Тем временем, да, Дик Грейсон приказывает Барбаре испить его кровь. Он все-таки ее укусил. Однако, немного погодя, Бэтгерл соглашается. «Что ты с ней сделал, монстр?» Дал то, чего она хотела. «Но теперь я хочу большего». И вот вы явно не ожидали, что все начнется с обычного поцелуя. Барбара далее предлагает скушать Харли Квинн. И вот тут события принимают интереснейший оборот. «Ты не можешь съесть меня, ты дорогая Харли. Пусть сначала поест король, а затем я». И Дик впивается в шею Харлин. Он обречен, я напомню, что в ее крови главное орудие против вампиров, коим была кровь Лекса Лутера. И эффект проявляется сразу же. Что со мной? Ее кровь! Ты заставила ее выпить! Ты отравила меня! Я никогда ничего не заставляла тебя делать, любовь моя. Я всегда знала, что не смогу убить тебя своими руками. И да, Дик окончательно погибает. Короля вампиров больше нет. На поле боя в Готэме Канарейка замечают, что вампиры паникуют, а вот Дэмиан, будучи таким же кровососом, чувствует, что что-то поменялось. Ну, для нас понятно, что именно. В покоях Грейсона появляются Диана и Горилла Грот. Они пытаются выяснить, что произошло. Однако Барбара успокаивает ее. Дик исполнил свое предназначение, и его правлению пришел конец. «Что ты натворила, мерзкая девка?» «Убила вашего короля? И если не ошибаюсь, то теперь ты должна обращаться ко мне иначе, не так ли?» И это действительно так. Диана и Грот преклоняют колено перед своей новой королевой. У Дика было слабое место. Я не виню его. Он также был моей слабостью, и я хотела спасти его. А он хотел спасти меня, но когда я поняла, что не могу, то была готова пожертвовать всем, чтобы остановить его. Он не нашел в себе решимости. И далее Барбара за кадром. Теперь я избавилась от своей слабости. Не повторю его ошибок. Не имею права. Почти все наши враги пали. Оставшийся же лишь оболочка от того, кем они были раньше. Люди, за которых они сражаются, уже проиграли. Встав во главе вампирской расы, мне больше никто не страшен. Эта война окончена. Я была последней жертвой. С моей смертью у человечества больше не осталось надежды. На фоне можно заметить, как Кара, Супергерл, движется навстречу солнцу. На этом первая часть DC против вампиров заканчивается. Следующая DC против вампиров «Мировая война В» идет полным ходом, поэтому обязательно разберем, но, как я уже говорил ранее, немногим позже. Да, эта история не гениальная, она явно не претендует на звание отлично написанной истории, но наблюдать за ней просто прикольно. Неприятно, нехорошо, неважно, а вот именно что прикольно. Это такой попкорн-комикс, в котором куча условностей и несостыковок, но пусть будет так. Надеюсь, что вы смогли расслабить свою голову и не напрягаться во время просмотра всей серии. По классике свое мнение пишите в комментарии. Ну а за поддержку канала на Boosty спасибо следующим пользователям. Их имена вы прямо сейчас можете увидеть на экране. Отдельное спасибо пользователям. Discord, Алкот, Твоя мамка, Артас, Муракл, Атроцитус, Александр Числов, Родиу Марган, Матовитон, Манцел, Шинджи и Дима Коржов. Поддержать канал можно не только подпиской, но и посредством прямого доната на Boosty и Donation Alert с QR-кодом на экране. Ну, главное помните, чтобы это не вредило вашему кошельку. Также на YouTube появилась кнопочка «Спасибо» вот прямо под роликом, и можно приобрести спонсорство канала. Все на том же YouTube. Ну и не забываем про телеграм-канал, новости, анонсы, все по делу, ссылочки, друзья, в описании. Ну а с вами был Мортом. Мы скоро услышимся.